Пирсон Шарп об ожиданиях американцев. Кто поверит в победу Байдена? Так называемые результаты выборов от 3 ноября озадачивают по крайней мере 75 миллионов людей, но, вероятно, намного больше, потому что до этого все признаки были за то, что президент Трамп был настроен на победу. Победу над Джо Байденом. И многие до сих пор верят, что именно это случилось, даже если якобы голосование считает иначе. Расскажем другую историю. Несмотря на то, что основные СМИ объявили президентом Байдена, Трамп имел все предпосылки для победы, потому что он открыл беспрецедентную эпоху процветания для американцев из всех слоев общества. В начале 2020 года, до китайской пандемии, несмотря на то, что демократические губернаторы опустошили нашу нацию, американский оптимизм по поводу экономики был на рекордно высоком уровне. Безработица снизилась до 3,6%, самого низкого уровня за более чем полвека. Создано более 5,3 миллиона новых рабочих мест с тех пор, как Трамп вступил в должность, в том числе более 600 тысяч рабочих мест на производстве. И согласно бирже труда, было 7,6 миллиона вакансий впервые за 18 лет. Безработица среди женщин была на самом низком уровне по оценке за 65 лет и больше. Афроамериканцев, азиатов и латиноамериканцев было успешно трудоустроено больше, чем в любое другое время в американской истории. И впервые в истории было больше вакансий, чем людей, которые искали работу. 157 миллионов человек, американцы всех мастей и вероучений успешно работали. Зарплаты в стране растут максимально быстро, темп самый высокий за десятилетия. Доходы рабочих, за кого Трамп обещал бороться, растут быстрее, чем считалось возможным. Почти 5 миллионов американцев были сняты с пособия по безработице. Это наследие того, кого ловко побеждает 78-летний пожизненный политик, единственное достижение которого в том, что он оседлал фалды Обамы и в течение 8 лет продавал все в Китай и создавал богатство своей семьи за счет американских граждан, а также призывал на камеру к подкупу иностранных чиновников, чтобы прекратить расследование против его развращенного сына-наркомана. И когда вы считаете, сколько голосов получил президент Трамп на этих выборах, его предполагаемый проигрыш бюрократическому Байдену на этот раз имеет еще меньше смысла. Президент Трамп набрал больше голосов, чем любой другой президент, баллотирующийся на переизбрание в американской истории. По сравнению с 2016 годом, президент Трамп получил еще 11 миллионов голосов. Когда вы смотрите на переизбрание Обамы в 2012 году, то видите, что он получил на 3,5 миллиона меньше голосов, чем когда избирался в 2008 году. На 3,5 миллиона меньше голосов за человека, который оставил претензии на звание лучшего президента в американской истории. Президент Трамп получил так много голосов, потому что его поддержка от американцев из всех слоев общества росла быстрее, чем кто-либо мог предположить. Его поддержка среди чернокожих избирателей, которые подавляющим большинством голосов поддерживали демократов, выросла на 50% с 2016 года. Между тем, поддержка Байдена среди черных избирателей упала больше, чем на 90%, и исторически, когда это происходит, кандидат от демократов полностью проигрывает выборы. Латиноамериканцы также массово поддерживают президента Трампа. Их число выросло до 35%. И вызывает сомнение в том, что Байден набрал 60%. Это математически необходимо для победы на выборах. Вы могли слышать фразу «как идет Огайо, так идет нация». Но это потому, что почти во всех недавних выборах, какой бы кандидат ни побеждал в Огайо, это президент-победитель. И для последних 168 лет, с 1852 года, единственный человек, выигравший Огайо, Айову и Флориду, но проигравший национальные выборы, был Ричард Никсон. Вот как редко это бывает. Поддержка президента Трампа в этих штатах фактически выросла с последних выборов. Фактически поддержка Трампа росла по всему Среднему Западу, за исключением внезапного всплеска в нескольких ключевых городах, которые оказались необходимыми для победы Байдена, что тоже необычно.
По всей стране Байден выиграл только в 509 округах. Еще в 2008 году Обама выиграл выборы примерно в 870 округах. Но оба эти числа абсолютно затмеваются президентом Трампом, который 3 ноября выиграл 2547 округов. И это на вершине основных партийных побед в Белом доме, а также побед его сторонников, которые держатся и даже занимают места в законодательных собраниях штатов. И все же как-то мы все еще ожидаем, что кто-то поверит, что Джо Байден получил больше голосов, чем любой президент в истории. Для ОАНН я Пирсон Шарп. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.